Египет вступил так или иначе в полосу турбулентности, полосу серьезных политических изменений, переформатирования строя государственного, общественного, изменения характера власти, выхода на политическую арену новых элит, прежде всего исламистского характера, исламистской ориентации. И, как всегда, этот болезненный слом того, что десятилетиями находилось в состоянии застоя, мы, кстати, это знаем и по себе, этот период переформатирования, он не может быть безболезненным и не может быть коротким. Он связан с рисками, связан с обострением внутренней борьбы, связан обязательно с вмешательством крупных внешних игроков, каждый из которых пытается подтолкнуть события в таком направлении развития, какое ему выгодно. Опять же, мы это все проходили. Поэтому ничего удивительного нет, что в этой стране ситуация далека от стабильности. Хотя я бы не драматизировал те события, которые там происходят. Я вообще считаю, что так называемая арабская весна или арабское пробуждение – это долгосрочный процесс, который может длиться и несколько десятилетий, даже не лет. А Египет – это действительно ключевая страна, самая крупная, самая значительная, самая, наверное, важная страна арабского мира, которая сегодня, конечно, ослаблена событиями и сталкивается с различного рода внутренними и внешними угрозами, вызовами, но в целом, которая демонстрирует, я бы сказал, все-таки определенную устойчивость. Вопрос в том, вообще способны ли братья-мусульмане в одиночку править Египет. Вот то, что произошло, это означает, что Египтом правят братья или нет. И смогут ли они править, если даже они сегодня правят. Я думаю, на этот вопрос трудно дать однозначный ответ сегодня. Многие аналитики считают, что нет. У братьев-мусульман не должно быть иллюзий по поводу того, что они сегодня управляют этой мощной страной с очень высокоразвитыми институтами политической жизни, гражданского общества, развитой государственной системой с ее, так сказать, судами, военной корпорацией, органами безопасности и так далее. Тем более, что, я считаю, главный успех Мурси, который был и который, может, его вдохновил на то, что он сегодня делает, это то, что он делал во время кризиса в Газе, обмена ракетными ударами между Газой и Израилем. Мурси неожиданно для многих аналитиков показал себя очень грамотным, умным политиком, который, в общем, добился определенного подъема престижа Египта. Он, как известно, добился урегулирования ситуации. Причем действовал в альянсе с президентом Обамой и госпожой Клинтон. В то же время сохранил тот курс, который раньше прежний режим, так сказать, вел в отношении ближневосточного кризиса, выступая в роли посредника. Ведь раньше Египет посредничал и в процессе примирения между Фатх и Хамас, и с другой стороны между Израилем и палестинцами. Но если раньше египетский режим, и за что его и критиковало население, я считаю, это тоже одна из причин победы исламистов. Если египетский режим фактически участвовал в блокаде Газы вместе с Израилем, ведь блокада была не израильская, она была израильско-египетская, то, естественно, новой власти нужно от этого курса дистанцироваться. Поэтому то, что делалось в отношении Газы, фактически частичное снятие блокады, это, безусловно, успех Мурси. Причем снятие и облегчение блокады такое, которое не вызвало противостояние с Западом, потому что на это он пойти не может. И с другой стороны, вот этот дипломатический успех, когда удалось предотвратить израильскую военную операцию в Газе и как-то поддержать Хамас
который сегодня интерпретирует эти результаты событий как свою победу. Хотя Израиль говорит о том, что он явился победителем, но это, как всегда бывает, каждая сторона по-своему интерпретирует. Я думаю, что Мурси был точно уж одним из победителей, потому что он добился успеха в своей деятельности, дипломатической прежде всего деятельности. Повторяю, сегодня многие, да, так вот насчет того, что чем продиктованы, возвращаясь к вопросу о его вот этом решении, то, что вызвало сегодня вот эту дискуссию, как мы видим, оно сталкивается так сказать, с противодействием очень таких важных фигур. Ну, Барада или Бараде, как мы его называем, да, это фигура такая более все-таки, вот, я бы сказал, маргинальная и не столь значимая для египетского общественного мнения. А вот Амр Муса – это очень серьезная, более крупная фигура, более значимая для Египта, как мне кажется. Я вообще считаю, что Амр Муса это блестящий политик и государственный деятель, не только я, наверное, все так считают, я думаю. И вот Амр Муса очень критически высказывался о том, что говорится. Например, вот я могу процитировать одно из его высказываний, когда он в ответ на вопрос корреспондента сказал, что братья-мусульмане, они не совершили революцию, они ее скорее украли. Ну, довольно так грубо он сказал, что братья украли. То есть революцию начали другие, революцию начали как раз те самые либералы, которые протестуют против сегодня Мурси. А вот братья-мусульмане украли ее. И он считает, что в данном случае людей беспокоят прежде всего экономические проблемы, растущие цены, безработица и так далее. И нужно сейчас было бы, как я понимаю, суть его критики, не беспокоиться о том, чтобы Конституцию обязательно сделать под Мухаммеда Мурси, а о том, чтобы облегчить решение вопросов, связанных с экономическими проблемами людей. Я считаю, что сегодня Египет находится перед серьезными вызовами, это главное. Что началась определенная борьба, это естественно, она есть везде, она в любом обществе ведется. И я не считаю нужным это драматизировать, хотя мы знаем сейчас, что, по-моему, члены Конституционного суда, они сняли с себя, так сказать, временно заморозили свою деятельность, прекратили полномочия, но это тоже вовсе не ведет к какой-то гражданской войне. Я считаю, что, конечно, братьям-мусульманам нужно, возможно, не столько решить вопрос путем замораживания вот этого решения президента Мурси. Я думаю, что он будет, конечно, пытаться до последнего стоять на своем, но, может быть, все-таки подумать о том, как обеспечить плюральную, плюралистическую систему для Египта, в котором есть много разных групп населения, в том числе и христиане, копты, и люди разных ориентаций, потому что это большое население, это крупная страна, и, так сказать, навязывать ей какую-то одну модель очень трудно. И я думаю, что здесь сотрудничество и мир между этими конфессиональными и иными этноконфессиональными, социальными группами – это очень трудная и важная задача, так же, как важная задача как-то модифицировать свой курс вот в условиях обострившегося ближневосточного конфликта, сложные взаимоотношения с Западом и вызовы, которые, значит, идут из самого арабского мира. Это мы видим и сирийская проблема, в которой Египет пытается тоже сыграть свою посредническую роль, и что-то у него получается. И вызовы со стороны, скажем, таких государств, как Иран, отношения которого обострились с другими суннитскими крупными государствами. Но Египет пытается где-то, опять же, не вступать в какую-то схватку, не занимать чью-то сторону, и, в общем, по-моему, разумно действует. И в какой-то степени присматривается к опыту Турции, но ведь Турция все-таки начала реформы в плане повышения роли ислама, тогда, когда Турция, партия справедливости и развития, добилась того, что Турция вошла в 20-ку самых развитых государств мира, именно при господстве этой партии. А потом уже начались какие-то шаги по изменению конституционной системы. И, может быть, будет президентская там республика, да, чего хочет Эрдоган. А Египет немножко, может быть, рановато сегодня
как бы идти к тому, чтобы закреплять, проводить такие меры, аналогичные Турции. Я думаю, что турецкий опыт, он в какой-то степени заимствован сегодня Мурси. И кроме этого не будем забывать, что Турция все-таки сохранила светскость государства. Она сохранила секулярное государство, которое прописано в Конституции Турции. И в этом смысле там ничего не изменилось.